До свидания. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот хочу сегодня предложить вашему вниманию вот такие вот сережечки. Сережки придумались и сплелись на одном дыхании. Все дело в том, что они плетутся очень-очень просто, очень быстро. За 10 минут можно сплести даже не одну сережку, а полторы. Вот одно и то же плетение, но я немножко сделала по-разному. Здесь я швензу присоединила вот в этом месте, ну а здесь, соответственно, вот в этом. Изначально сережки я задумала плести как, вот в таком варианте, но когда я сделала вторую пару, вот мне захотелось сделать разного цвета, получилось так, что как-то я взяла ее вверх ногами и вдруг увидела вот в таком вот варианте. Ну, а как вы себе захотите сделать эти серьги, то уже вам решать. Плетутся они абсолютно одинаково. Ну, и так, давайте я вам расскажу про материалы. Здесь идут бусинки, вот по порядку, 10 миллиметров, 8 миллиметров, 6, 4 и 3. Ну, и такое количество, как у меня здесь на столе, идет на одну сережку. То есть, одна бусина 10, 8, 6, 3 бусинки 4 и 4 бусинки 3. Также нам нужна будет швенза. И вот такой вот бисер я брала. Ну, это на ваше усмотрение, какой вы захотите, такой и возьмете. 18-131. Плела я на мононити. Мононити идет совершенно немного. Кусочек 20 сантиметров отмерите, и вам хватит, еще и останется. Ну и в черном варианте то же самое. У меня здесь идет гематит, гематитовые бусины тех же самых размеров. Единственное, что у меня гематитовая бусинка 4 миллиметра, она не черная, а вот такая вот серая. Но, по-моему, это не портит серьги. Ну и так давайте приступим. Я взяла черную мононить и голубой неблестящий бисер. Значит, начинаем мы плетение вот с такого набора. Берем для начала бусину 8 миллиметров и набираем 1, 2, 3, 3 бисерины, бусинку 3 миллиметра, бусинку 4 миллиметра и еще раз бусинку 3 миллиметра. И завершаем наш набор 2 бисеринами. Вот такой вот у нас набор на начало сережки. Бусина 8 миллиметров, 3 бисерины, 3 бусинки, 3, 4, 3 и 2 бисеринки. Подводим наш набор к концу ниточки и завязываем узелочек. Вот просто так берем и завязываем узелочек. Я завязываю на 3. Кто-то может завязывать на 4, на 2. Это у каждого свои предпочтения. Вот на 3 вполне достаточно. Обрезаем наш кончик. Вот так. И проходим в бусинку 8 миллиметров. Вот так. И заходим в первую же бисериночку. Вот так, как стоит у нас. Дальше делаем вот такой набор. Бусинка 10 миллиметров, бусинка 6 миллиметров, 5 бисериночек, 5 бисериночек, бусинка 3 миллиметра, бусинка 4 миллиметра и бусинка 3 миллиметра. И 4 бисеринки. 1, 2, 3, 4. Вот такой набор должен получиться. Бусинка 10 миллиметров, бусинка 6 миллиметров, 5 бисерин, 3, 4, 3 и 4 бисерины. Подтягиваем и заходим. Теперь смотрите, вот это самое трудное место, какое во всем этом плетении. Вот у нас ниточка выходит вот сюда, а мы заходим вот
так, чтобы наша бисериночка встала ровненько в один ряд. Видите? И хорошенечко все подтягиваем. Смотрите, что у нас с вами получается. Этой ниткой проходим по бусиночкам, по бисериночкам. И вышли вот из этой вот бисеринки. И теперь я набираю еще одну бисериночку и захожу в нашу бусинку. Вот так. И теперь я должна зайти так, как у нас раньше заходила нитка. То есть в эту вот бисериночку. Оно видно. Тем более сейчас у меня нитка черная, еще лучше видно, чем тогда, когда я плела. И дальше идем вот сюда. Вышли. Вот. Вот так у нас с вами должно получиться. Теперь мы набираем такой набор. И набираем вот такой вот набор. Бисеринка, бусинка 4 мм, бисеринка. Подтягиваем это сюда к плетению. И не заходя вот в эту бисеринку, из которой выходит нитка, проходим назад в бусинку и в бисеринку. И сразу продолжаем плетение по дорожке, которую мы с вами набрали из бисера. И идем так до самого верха. Оно заодно немножко сделает жестче сережку. Вот так просто по этой дорожке идем. Заходим абсолютно во все бисериночки. И заходим в бусинку 6 миллиметров. И вот здесь вот из нее выходим. И теперь наша задача просто-напросто закрепить нашу ниточку. Вот так. Мы обхватываем по кругу под бусинкой вот так ниткой. И завязываем двойной узелочек. Хорошенечко подтягиваем. И вот наш узелочек закреплен. Нам осталось обрезать нитку. Ну или можно было зайти иголкой назад в бусинку, если вам позволит это сделать. Ну, а если не позволит, то можно сделать вот так. И смотрите, ничего не будет видно. Осталось нам присоединить швензу. Я не мудрствовала лукаво, не одевала никаких колечек. Я разогнула вот здесь колечко на швензе. Если вы захотите сделать сережку в таком варианте, то здесь можно даже сделать гвоздики, присоединить к бусине гвоздик, и будет на ухе как гвоздик сережка. Ну а если вы захотите сделать здесь, то я просто-напросто вот так вот зашла в бусинку. Вот так. Швензу закрыла. И получилась у меня, смотрите, вот такая вот очень быстрая, но тем не менее очень красивая и оригинальная сережечка. Вот еще раз посмотрите на сережки. На этом, друзья мои, плетите с удовольствием. Пусть у вас получаются все ваши задумки. Всего вам доброго. До свидания.